Больше 12 часов подряд. Одна из самых масштабных атак россиян на Киев за все время войны. Повреждены десятки домов и объекты энергетики. Зеленский летит в США на переговоры с Трампом. В бою погиб основатель и командир русского добровольческого корпуса Денис Капустин. В Санкт-Петербурге разоблачили секту преподавателей вузов, молившихся за Зеленского. Вам не послышалась эта новость настоящая. Американцы промахнулись во время удара по Нигерии. Будут еще удары? Венесуэльцы собираются защищать страну и нефть от Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит готовится во второй раз стать мамой. Кто теперь будет озвучивать мысли Дональда Трампа? Спикер российского МИДа отпраздновала юбилей в обнимку с Киркоровым и в платье Ларисы Долиной. Что это было? А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Киев пережил одну из самых масштабных атак за последние месяцы. 27 декабря Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по столице. Последствия фиксируют сразу в 7 районах города. Повреждены более 10 жилых домов и объекты гражданской инфраструктуры. Вспыхивали пожары в многоэтажках, частных домах и автомобилях. Сейчас мы находимся на одной из локаций, которую атаковал вражеский беспилотник. Таких локаций в Киеве у нас больше 10. И еще несколько десятков домов, которые просто получили осколочные повреждения. Сейчас вот именно на этой локации еще проходят аварийно-спасательные работы. Они не завершены. И таких домов еще остается 5. Сейчас известно, что как минимум 12 человек получили серьезные ранения. 1 человек погиб в Киеве. В области тоже 1 человек погиб в Белой церкви. А вот в этом доме как раз нашли фрагменты тела человека. Не знаем пока, женщина или мужчина. Когда на уровне 3-го этажа работы будут закончены, получится узнать больше. В Шевченковском районе беспилотник попал в жилую 5-этажку. Разрушены 4-й и 5-й этажи. Жителей эвакуируют. В Дарницком районе огонь охватил верхние этажи 24-этажного дома. Пострадали частные строения и трамвайное депо. Спасатели эвакуировали людей из дома престарелых. В Днепровском районе повреждены сразу несколько высоток. В одном из домов продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами может находиться человек. Многие киевляне уверены, что Путин таким образом пытается оказать давление на украинскую сторону перед встречей Трампа и Зеленского в США и принудить Киев к уступкам. Им нужно, чтобы нам не давали ни оружие, ни деньги. А они себе вот потихоньку будут делать то, что им надо. Вот как сегодня. Они только делают вид, что они хотят мира. Но на самом деле это не так. Этот прилет сегодняшний показывает, что срочно нужно что-то делать и решать здесь и сейчас. А не так, то там встреча, то там. Как-то это уже все надоело. Масштабный удар привел к серьезным сбоям в энергосистеме. Почти треть Киева осталась без тепла, света и воды, без отопления более 2600 домов, около 200 детсадов и свыше 100 школ. Под обстрел в Вышгороде попала и ГЭС, пишут местные паблики. В соцсетях появляется видео поврежденных корпусов и блоков. Удары продолжились и утром. В городе вновь раздавались взрывы, а столица на несколько часов погрузилась в холод и темноту. Всего, как сообщают воздушные силы ВСУ, Россия запустила по территории Украины 40 ракет и 519 беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский направляется в США для переговоров с президентом Дональдом Трампом, которые пройдут во Флориде и будут посвящены поиску компромисса по мирному урегулированию войны с Россией. Об этом Зеленский сообщил в аудиосообщениях журналистам, подчеркнув, что рассчитывает на предметный разговор с американским лидером. Перед встречей с Трампом президент Украины проведет телефонные консультации с европейскими лидерами, чтобы скоординировать позиции. Кроме того, по пути в США Зеленский остановится в Канаде, где запланирована встреча с премьер-министром Марком Карни. Там же состоится совместный разговор с представителями европейских стран. В Киеве подчеркивают, что дипломатическая активность последних дней направлена на усиление международной поддержки Украины и поиск реальных шагов к завершению войны. Сейчас мы летим во Флориду, США. По пути мы сделаем остановку в Канаде, где я встречусь с премьер-министром Карни.
Мы также планируем провести онлайн-беседу с европейскими лидерами, чтобы обсудить все вопросы, проинформировать их и обменяться подробностями документов, которые я буду обсуждать с президентом США. Мы должны работать над минимизацией нерешенных вопросов. Сегодня для Украины и ее народа существуют четкие красные линии. Я уверен, что есть компромиссные предложения от американцев. Мы их знаем. У нашего врага, вероятно, есть свои цели, и мы о них знаем тоже. Эти вопросы крайне деликатны. Территории. Запорожская АЭС. Вы знаете мою позицию. Мы ничего юридически не признаем. Сегодня Россия показала, как она реагирует на мирные переговоры между Украиной и Соединенными Штатами, направленные на прекращение российской войны против Украины. Они начали массированное наступление на Украину. По мере того, как мы приближаемся к мирным переговорам, Россия ясно дает понять свой ответ. Самое важное сейчас. Дело в том, что если мы предпримем определенные шаги, мы должны обеспечить надежные гарантии и гарантировать свою защиту. Зеленский также заявил, что гарантии безопасности, предлагаемые Вашингтоном, являются ключевыми для обеспечения мира, и что степень этих гарантий зависит от того, что Трамп готов предложить. Напомним, ранее президент Украины подчеркивал, что гарантии безопасности для Украины от США должны быть утверждены в Конгрессе, чтобы не повторился сценарий с Будапештским меморандумом. На всей нашей территории должно быть безопасное небо плюс остановка огня, по крайней мере, во время выборов или референдума. Референдум — это тот же процесс, что и выборы, где люди повсюду должны иметь возможность прийти и проголосовать. Люди повсюду. Наши военные, наши гражданские лица и те, кто находится за рубежом. Присутствие наблюдателей повсюду также имеет решающее значение. Европейская поддержка сейчас для нас крайне важна. Нам не хватает дополнительных систем ПВО. И это ясно. Они это знают. И они получили от нас все подробности. Нам необходимы стабильные поставки систем и ракет. Нам нужно больше ракет, потому что Россия атакует с помощью большего количества беспилотников и ракет. Президент США Дональд Трамп заявил газете «Нью-Йорк Пост», что он оптимистично настроен как относительно заключения мирного соглашения, так и встречи, которая запланирована у него в воскресенье с президентом Украины Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. Что ж, я думаю, у нас есть неплохие шансы. Я думаю, что они хотят это сделать сейчас, и я думаю, что Россия тоже хочет это сделать. Но каждый раз, когда одна сторона хочет это сделать, другая — нет. Я урегулировал 8 войн, и это самое сложное из всех. Но я думаю, мы справимся. Основатель и командир русского добровольческого корпуса Денис Капустин, также известный как Никитин и White Rex, погиб в ночь на 27 декабря. Об этом сообщили в телеграм-канале РДК. По заявлению организации, 41-летний Капустин был убит на запорожском направлении при выполнении боевой задачи, предварительно в результате удара FPV-дрона. В прошлом футбольный хулиган и организатор ММА-турниров в России, Украине и Европе. Он в 2022 году создал РДК, подразделение, состоящее, по его словам, из этнических русских и воюющее на стороне Украины. Корпус входит в состав Интернационального легиона Вооруженных сил Украины и участвовал в боях на Авдеевском, Запорожском и Лиманском направлениях, а также в рейдах на территории приграничных регионов России. В частности, бойцы РДК принимали участие в операции на берегу Новой Каховки в январе 2023 года и в атаках на Белгородскую область летом того же года. В России РДК признан террористической организацией, а сам Капустин в 2023 году был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинениям, включая государственную измену. Юрий Ваганов, известный в военной среде под прозвищем Юра Унитаз, вероятно, станет новым командующим беспилотными войсками России. Об этом сначала сообщили военкоры, а затем информацию подтвердили источники русской службы BBC. Официального указа о назначении пока нет, однако в отрасли производства дронов это решение, по словам собеседников издания, никакого шока не вызывает. Как отмечают Z-блогеры, Ваганов не имеет военного образования и до начала СВО занимался торговлей сантехникой, но позже стал ключевой фигурой в поставках FPV-дронов для российской армии. В 2024 году аналитики американского Center for Naval Analysis назвали батальон Судоплатова, на базе которого Ваганов запустил производство крупнейшим российским производителем FPV-дронов. Напомним, создание отдельного рода войск беспилотных систем было инициировано Минобороны в декабре 2024 года.
а в ноябре стало известно о формировании структуры и первом назначении командующего. В Санкт-Петербурге силовики задержали более 70 человек, которых подозревают в дискредитации российской армии. Группа действовала под видом религиозной организации «Школа единого принципа». Создана она, как утверждается, была в Украине и проводила закрытые регулярные встречи. На них участники обсуждали СВО, молились за победы ВСУ и здоровье Владимира Зеленского, а также просили высшие силы помешать действиям российской армии в ряде регионов. Предполагаемым руководителем организации называют петербургского педагога, главу Института управления образованием Ольгу Даутову, которая публично говорила о светлых принципах и уроках любви. При этом, по информации источников, участники старались не афишировать свои взгляды, опасаясь внимания правоохранительных органов. После рейда в Адмиралтейском районе всех задержанных опросили и отпустили. Сейчас проводится проверка, по итогам которой им может грозить до 10 лет лишения свободы. Мария Захарова отметила свое 50-летие с размахом, выбрав для праздника эффектное черное платье с полупрозрачным декольте и блестками. Видеокадры с торжества быстро разошлись по соцсетям. Дипломат встречает гостей в образе, который многим показался до боли знакомым. Пользователи тут же вспомнили прошлогодний выход Ларисы Долиной на золотом граммофоне в практически таком же наряде, с тем же блеском и тем же настроением «Звезды вечера». В сети пишут, что платье, видимо, настолько удачное, что пошло по рукам. Так юбилей дипломата неожиданно превратился в модный баттл, где главная интрига – кто у кого все-таки отжал образ. Соединенные Штаты нанесли авиаудар по позициям ИГИЛ на северо-западе Нигерии. Операция была проведена по приказу президента Дональда Трампа и в координации с нигерийскими властями. Трамп заявил, что удар стал ответом на целенаправленное убийство христиан и подчеркнул, что ранее предупреждал боевиков о последствиях. По данным нигерийского правительства, атака была направлена по 2 лагерям ИГИЛ в лесу Бауни, в штате Сокото, где находились иностранные боевики, прибывающие из региона Сахеля. В операции использовались беспилотники МК-9 «Риппер» и 16 высокоточных боеприпасов с ГПС-наведением, запущенных с морских платформ в Гвинейском заливе. Однако после удара стало известно, что как минимум 3 американские крылатые ракеты «Томахок» не достигли целей и упали вдали от зон активности террористов. Обломки и неразорвавшиеся боевые части были обнаружены жителями в районе города Оффа, в штате Квара, где повреждены жилые дома. Это произошло около 11 вечера. Я был дома с матерью, но сказал ей, что хочу купить телефонную карту на улице. Она сказала, что уже поздно, но нужно поторопиться. Я купил карту, но на обратном пути услышал громкий звук. Что-то ударило меня в ухо, я потерял ориентацию и ничего не видел. Меня могли бы убить, если бы стена дома, которая обрушилась, но рухнула позади меня. Слава всемогущему Богу. Нигерийский аналитик по вопросам безопасности Аввал Абдуллахи заявил, что если бы Соединенные Штаты хотели нанести удар по боевикам, связанным с ИГИЛ, им следовало бы сосредоточиться на лесном массиве Самбиса на северо-востоке. А так пострадали ни в чем не повинные мирные жители. Если ИГИЛ собирались атаковать, то это должно было произойти на северо-востоке, в лесу Самбиса. Даже на северо-востоке оно не должно быть сосредоточено на каком-то конкретном районе, а именно в лесу Самбиса, где находятся группировки Боко-Харам и ИГИЛ. Именно на этом должны были сосредоточиться США, пытаясь выяснить их местонахождение. Если бы США это сделали, все нигерийцы были бы им за это благодарны. А в Сокото нет этой группировки, это северо-западная часть Нигерии. В Венесуэле зафиксировано почти полное общественное единодушие в вопросе противостояния возможному военному давлению со стороны США. Согласно опросу исследовательской компании DataViva, 90% граждан выступили против любых военных действий Вашингтона, а 97% отвергли заявление Дональда Трампа о праве США на нефть и богатство страны. Подавляющее большинство респондентов также не приняли определение Венесуэлы как иностранной террористической организации и высказались против возможной морской блокады. Эти цифры показывают редкий для страны консенсус от сторонников власти до ее критиков. На улицах Каракаса люди говорят об одном и том же. Никакого внешнего вмешательства и только мирное будущее для Венесуэлы. США хотят захватить то, что им не принадлежит. Это ужасно и страшно. Ситуация очень серьезная.
Нефть принадлежит народу Венесуэлы. Это наше богатство. Я категорически не согласна с заявлениями США. Абсолютно нет. Я считаю, что риторика США крайне провокационна. Мы жаждем мирной и спокойной жизни. Мы хотим той гармонии, которая у нас когда-то была, и мы ее вернем. Как венесуэльцы, мы действительно стремимся к миру. Мы надеемся, что все, включая нас самих, смогут жить спокойно и безопасно. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит рассказала, что готовится во второй раз стать мамой. Радостной новостью она поделилась на своей страничке в соцсети. Левит выложила снимок у рождественской елки, на котором виден округлившийся живот, а также сообщила, что они с мужем ждут девочку, которая должна родиться в мае. Самый лучший рождественский подарок, о котором мы могли только мечтать. Девочка, которая появится на свет в мае 2026 года. Мы с мужем в восторге от того, что наша семья пополнится, и с нетерпением ждем, когда наш сын станет старшим братом. Мое сердце переполнено благодарностью Богу за благословение материнства, которое, я искренне верю, является самым близким к краю на земле. Я также чрезвычайно благодарна президенту Трампу и нашему руководителю аппарата Сьюзи Уайлз за их поддержку и за создание благоприятной для семьи атмосферы в Белом доме. 2026 год будет замечательным, и я так рада стать мамой девочки. Высокопоставленный чиновник из администрации Трампа сообщил Fox News, что Левит останется на своем посту еще несколько месяцев, что сделает ее первой беременной пресс-секретарем Белого дома в истории. Кэролайн вместе с мужем уже воспитывают 1,5-годовалого сына Ника. Но пара всегда мечтала о большой многодетной семье. Супруг Кэролайн Левит, предприниматель в сфере недвижимости Николас Ричио из Нью-Гэмпшира. Ему 60 лет, и он на 32 года старше жены. Пара официально оформила брак в январе 2025 года, за несколько дней до второй инаугурации Дональда Трампа. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хачул объявила режим чрезвычайной ситуации из-за приближения мощного зимнего шторма Девин, который в ближайшие часы накроет северо-восток США. Национальная метеослужба предупреждает о сильном снегопаде, обледенении и крайне опасных условиях на дорогах в районе Великих озер, Среднеатлантического региона и южной части Новой Англии. В отдельных районах ожидается до 20 сантиметров снега, а в западной Пенсильвании синоптики прогнозируют ледяной шторм. По данным метеорологов, циклон стремительно усиливается из-за столкновения влажной атмосферной системы с холодным арктическим воздухом, что делает развитие шторма особенно резким и опасным. Дополнительную угрозу создает устойчивый мороз. Снег и лед будут сходить медленно, а сбои в работе транспорта и городской инфраструктуры могут затянуться даже после окончания осадков.